Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня покажу очень хороший способ, как можно самому сделать съедобный топпер для торта. По себестоимости такой топпер получается совсем дешево и весит всего 20 граммов. Таким способом можно делать великолепные красивые буквы или цифры, которые будут иметь неповторимый дизайн и будут в единственном экземпляре. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Ну, а мы начинаем. Для приготовления айсинга нам понадобится сахарная пудра обычная, купленная в магазине, яичный белок и немного лимонного сока. Забегая наперед, хочу сказать, что из этой порции получится до 10 топперов такого размера. Сахарную пудру нужно обязательно просеять. И прямо сюда вливаем яичный белок. Сначала легко смешаем, не включая миксер, для того, чтобы пудра у нас не рассыпалась по столу. И теперь включаем миксер на максимальные обороты и взбиваем приблизительно до 2 минут. Масса сначала будет желтоватого цвета, но потом во время взбивания она посветлеет и станет совершенно белой. Нам не нужно взбивать массу до пышности, просто до посветления. В итоге у нас должна получиться масса, так называемый айсинг. Айсинг получился эластичным, он достаточно плотный, хорошо держится на лопатке, вот как бы по чуть-чуть спускается, он подвижный, живой, но не сползает с лопатки, не капает, не падает. Вот такой консистенции нам нужен базовый айсинг. Айсинг обязательно нужно хранить под пленкой, чтобы он не обветривался, или в контейнере с закрытым крышкой. Вот теперь мы берем базовый айсинг. И для того, чтобы сделать топпер, нам нужно 2 разных консистенции для работы. Поэтому мы берем небольшое количество базового айсинга и разбавляем его немножко с лимонным соком. Делаем более жидким. Ну, тут вот, в принципе, все я на глаз делаю. Смотрите, приблизительно 2 чайные ложки базового айсинга. И я добавляю вот буквально немножко, 1/3 чайной ложки лимонного сока. Все на усмотрение. Лучше добавляйте понемножку, чтобы айсинг не стал слишком жидким сразу. Поэтому лучше понемножку добавлять лимонный сок. Вот у меня получилась такая консистенция. Не совсем жидкая, чтобы не растекалась, немножко держится на мастихине. Для изготовления топперов или пряников практически всегда нужно иметь несколько консистенций айсинга. Здесь все просто. Оставляем базовый и базовый разбавляем лимонным соком нам до нужной консистенции для нашей работы. В один мешочек я набираю жидкий айсинг. Мешочек обязательно закрываем, чтобы айсинг не обветривался. А в другой мешочек мы берем более плотный базовый айсинг для контуров. Для работы использую насадки круг номер 1. Смотрите, я заранее подготовила вот такой скан. Этот скан будет у меня на телеграме. Ссылка есть в описании под видео. Скан у нас находится в файлике. Рисунок мы будем наносить на файлик. Итак, для работы я беру 2 варианта. Более жидкий айсинг и плотный базовый айсинг. Начинаем с плотного айсинга. Сначала мы будем обводить контуры. В первую очередь, когда вы рисуете, помните, что картинку вы можете поворачивать в любом направлении так, чтобы вам было удобно отсаживать контуры. Делаем контур листка. В одной части фиксируемся слегка, давим на кондитерский мешок и в то же время двигаемся. Тем самым получается линия. Останавливаемся в конечной точке и отрываемся. От основания двигаемся к концу листка. Все дефекты сразу сглаживаем либо шпажкой, либо тонкой кисточкой. Сначала нам надо обвести все контуры относительно буквы, чтобы ее залить жидким айсингом. Сложнее всего сделать большой полукруг. Тянуть за один прием очень сложно. Смотрите, мы цепляемся на краю, немножко начинаем выдавливать из мешка айсинг, поднимаем немножко выше над рисунком и стараемся держать вот эту линию как бы на весу.
Если для вас сразу сделать один полукруг сложно, делайте частями. Потом стыки смазывайте кисточкой, так тоже все получится. Сложнее всего вытянуть большой полукруг, и у меня с первого раза тоже не получилось. Убираем наш дефект со скана кисточкой или можно мастихином и делаем заново. Не забывайте работать со сканом. Поворачивайте скан в любом направлении, чтобы вам было удобно отсаживать линию. Сначала нам нужно нарисовать контуры, которые непосредственно связаны с буквой, чтобы закрыть все края. После этого берем жидкий айсинг и заливаем букву. Выдавливаем небольшое количество и теперь разглаживаем кончиком шпажки или кисточкой. Вот мы его слегка растягиваем, он растекается до контуров, и эта поверхность будет ровной и гладкой. После этого продолжаем рисовать, наносить контуры первого слоя. Вот сейчас доработаем цветочки. Идем только первый раз, наносим контуры. Еще один момент. Можно рисовать контуры более толстыми. Я имею в виду в ширину. Вот видите, этот цветок мы сделаем края лепестков более толстыми. Это также хорошо для уплотнения. Вот здесь уже эти листочки мы нанесем второй раз контур. Смотрите, чтобы топпер был прочным. Некоторые цветы у нас будут полупрозрачными. Мы будем проходиться по контурам 2-3 раза, чтобы они были прочными. Но вот этот маленький цветок я сначала хотела сделать его полупрозрачным, но потом посмотрела, что там должна быть шпажка, поэтому я его решила забить айсингом. Когда вы наносите контуры, очень важный момент. Смотрите, чтобы они все были между собой хорошо соединены. Если где-нибудь пропустите и контуры не будут соединяться, то есть плотно, хорошо соединяться, не будут одним целым, то в этом месте будет трещина. Если вы это не заметите, можете сделать целый топпер, возьмете в руки, и он у вас просто треснет. Контуры рисуйте очень внимательно и следите за тем, чтобы они были все между собой соединены, там, где это требуется по рисунку. После того, как я нанесла все контуры, нарисовала топпер, в некоторых местах уже по 2 этапа, в некоторых по 1. Теперь нужно оставить немножко, чтобы топпер слегка подсох. Оставляю буквально на 30 минут, на 40, и потом продолжим. Немножко подсох, поэтому сейчас будем наносить только повторные контуры, дорисовывать. Берем базовый айсинг для контуров
И начинаем. Сейчас продублируем цветок, половину цветка. Видите, он у нас не обозначенный, и вообще не видно, что это цветок. То же самое листки. Видите, у меня тут некоторые листки совсем легкие, воздушные, а другие более залитые жидким айсингом. Но все равно проходимся еще раз, рисуем контуры на этих листках, на каждом. Основной цветок также делаем плотнее, потому что здесь будет шпажка, чтобы он где-то не треснул посередине. Уплотняем края, делаем их толще и поднимаемся еще выше. Еще одним этапом проходимся, рисуем контуры и уплотняем края лепестков, делаем их шире. Дорисовываем еще вот этот маленький цветочек, сердцевинку, ставим точки, делаем еще один контур, чтобы он был более ярче и выше. Обводим еще раз букву. Если есть желание, если нет, то можем так оставить. В общем, теперь проходимся по всему топеру. Еще раз подрисовываем контуры сверху на каждом листке, цветке. То есть проходимся полностью по всему топеру. Уплотняем топер. Такие же контуры повторяем по предыдущему рисунку. Вот здесь боковой цветок и лепестки уплотняем, делаем их шире. Я вокруг буквы поставила точки, но это на усмотрение. Нравится — делайте, не нравится — не делайте. Все, на этом, пожалуй, я остановлюсь. Теперь все, оставляем топер вот в таком состоянии, в помещении, на файлике, чтобы он высох полностью. Если хотите ускорить процесс, можно немного феном подсушить на низких температурах, используя 50 градусов где-то. После того, как топер высохнет полностью, аккуратненько снимаем с файлика. Вот, все отлично держится. Первые минуты я очень волнуюсь, вдруг где-нибудь что-то там пропустила и треснет, сломается, это очень жалко. Теперь нам нужно вот такой мягкий какой-нибудь мат, у меня поролон, и на этом поролоне прикрепим шпажку. Сначала надо приложить шпажку, посмотреть, в каком месте мы ее будем крепить. И туда теперь выдавливаем жидкий айсинг. И приклеиваем шпажку. После этого обязательно нужно еще сверху нанести айсинг, чтобы шпажка была полностью как бы внутри и чтобы топер хорошо держался. Ну, желательно на ночь оставить, чтобы все хорошо приклеилось. Такие топеры можно приготовить заранее и хранить в помещении, в контейнере или в коробке. Главное, чтобы не было высокой влажности. Напоминаю, что вся нужная информация и рецепты есть в описании под видео. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Всем говорю пока и встретимся уже скоро в следующем выпуске. До свидания.